Верховный суд разъяснил правила переселения из ветхого жилья. Новая квартира для переселенцев из старого и аварийного жилья никак не может быть по площади меньше и хуже старой, заявил Верховный суд РФ, пересматривая итоги одного весьма типичного спора. Городские власти Волгограда судились с потенциальными новоселами, которые категорически отказывались ими становиться. Ситуация, которой занималась судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, оказалась весьма распространенной. Известно, что в стране полным ходом идет процесс сноса старых и ветхих домов, а их жителям предоставляются взамен нормальные квартиры. И хотя этот процесс идет уже несколько лет, и на него государство выделяет большие деньги, аварийного жилья у нас остается еще много, и ситуация с расселением касается сотен тысяч граждан. Но мало кто, кроме узкого круга чиновников и жильцов этих старых аварийных домов, знает, что процедуры переселения проходят не всегда гладко. Нередко встречаются ситуации, когда новые квартиры будущим новоселам по разным причинам не нравятся, и граждане категорически отказываются переезжать. Итог: дом нельзя заселить, барак нельзя снести, и весь процесс останавливается в лучшем случае на долгие месяцы. Вот тогда в дело включается суд, и переезд назначается вердиктом человека в мантии. Разъяснение норм действующего законодательства, которое применяется при переселении жильцов из аварийных бараков и домов в нормальное жилье, может оказаться полезным не только судьям на местах, которые в последнее время все чаще решают эти споры, но и гражданам, перед которыми может встать или уже встала похожая проблема. Вся проблема, с которой пришлось разбираться судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, коротко выглядит следующим образом. Большинство жителей старых домов и ветхих бараков уверены, что они при переселении должны улучшить свои жилищные условия по полной программе. То есть квадратных метров должно быть больше, а условия лучше, чем те, что были. Но Верховный суд РФ разъяснил, что по закону самым главным критерием при расселении барака считается переезд на безопасную квартиру. Новая квартира должна быть благоустроенной, не меньше старой и в том же населенном пункте. Итак, власти Волгограда обратились в суд с иском к некой гражданке и ее дочери-жительницам города, и попросили переселить их в новую квартиру решением суда. Дом, в котором у женщины и ее взрослой дочери была квартира, шел на снос. Но новая же квартира переселенцам не понравилась. У них в старом доме были 2 изолированные комнаты, а в новом те же 2, но проходные. Хотя новое жилье было по квадратным метрам больше старого. Районный суд, куда попал иск городских властей, принял решение переселить строптивых жильцов. Но апелляция это решение в пользу чиновников отменила и заявила, что новая квартира по решению городского суда хуже старой. И в иске городской власти отказал. Так переселенческий спор дошел до Верховного суда РФ. Там дело изучили и сказали, что апелляция была неправа, а районный суд, напротив, разобрал спор верно. По разъяснению Верховного суда РФ в этой ситуации действуют следующие правовые нормы. Ответчица с дочерью жила в квартире в старом доме по договору социального найма и занимала помещение площадью 42 квадратных метра. 2 комнаты в старой квартире были изолированные. Администрация города, после того как приняла решение снести старый дом, предоставила женщинам квартиру в 44 квадратных метра, но с проходными комнатами. Районный суд, когда выносил решение о принудительном новоселье, сказал, что квартира равнозначная и благоустроенная. Верховный суд, соглашаясь с районными коллегами, напомнил про статьи Жилищного кодекса 85, 86 и 89. В них говорится следующее: когда людей выселяют из ветхого жилья, в котором они проживали по договорам соцнайма, то местная власть обязана предоставить им жилье также по договорам соцнайма. Новая квартира должна быть благоустроенной применительно к условиям того населенного пункта, где люди жили. А еще должна быть не меньше старой по квадратным метрам и быть в границах того населенного пункта, в котором граждане живут. Был специальный пленум Верховного суда, номер 14 от 2 июля 2009 года по делам о применении Жилищного кодекса и по делам о выселении. Там было подчеркнуто главное положение, которое касается именно таких переселенцев из аварийного жилья. Жилье им предоставляют равнозначное по площади, и дают не в порядке улучшения их жилищных условий, а из соображений безопасности. У тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий, другие критерии предоставления жилья. И в случае переселенцев из бараков эти критерии для очередников во внимание не принимаются. Именно поэтому, подчеркнул Верховный суд, выводы районного суда, слушавшего этот спор, были верными. А райсуд решил, что новая квартира отвечает уровню благоустроенности применительно к условиям данного населенного пункта, да и по метражу новое жилье больше.
Суд разъяснил, что главным критерием при расселении барака считается переезд на безопасную квартиру. А вот апелляция, которая в смежных комнатах новой квартиры увидела ущемление жилищных прав новоселов, неправильно применила закон. Верховный суд напомнил, что в статье 89 Жилищного кодекса сказано следующее. При предоставлении жилого помещения взамен аварийного в качестве одного из критериев равнозначности предусмотрено соответствие общей площади предоставляемого жилья по отношению к ранее занимаемому. Это условие закона городская власть выполнила, констатировал Верховный суд. А вот у апелляции отсутствовали правовые основания для отмены решения суда первой инстанции. Итог пересмотра спора таков: судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение апелляции и оставила в силе вердикт Красноармейского районного суда Волгограда.